Привет, мои дорогие! В сегодняшнем видео я расскажу, как организовываю свое рабочее пространство. Мы залезем в каждый ящичек и посмотрим, что же у меня там лежит. Вообще, я очень люблю организовывать пространство, я люблю всякие коробочки, контейнеры, и по максимуму стараюсь использовать этот прием во всех своих шкафах. Наверное, в первую очередь нужно показать само то пространство, за которым я работаю, где я снимаю видео и за которым стримлю. Вот она, моя маленькая студия записи. Здесь вы можете увидеть микрофон, софтбокс, кольцевую лампу, там спряталась вебка. Ну и в принципе все. Ну и мой любимый супер штатив, который может быть и штативом, и селфи-палкой. В общем, прям самая любимая моя вещь, при том, что она влазит даже в самую маленькую сумку. Просто в собранном состоянии он выглядит вот так. Он почти полностью влезает в мою руку, ну и, следовательно, в каждую сумочку. И у него еще есть подсветка. Я ее потом вам покажу позже, когда мы начнем смотреть ящички, но вот без него я никуда не выхожу. Первая вещь, которую я беру с собой. Думаю, начнем мы с верхних ящиков и потихоньку пойдем вниз. В первом ящике у меня в основном канцелярия и жизненно необходимые вещи, когда тебе чуть-чуть за 20. Думаю, начнем, наверное, с самого простого. Контейнер со всякой фигней, но очень важной фигней. Старый телефон вообще я использую как рабочий. Подсветка. Это я управляю лампой. О, вы как раз можете увидеть на моей руке свет. И вторая лампа я использую на видео, когда записываю игры. Ножницы. Это протирать очки. Масло для кутикулы. Помадка. Скальпель. Не, ну а вдруг понадобится. Блестки, всякие, зажигалка, отпариватель. В общем, очень нужные вещи. Второй контейнер. У меня здесь всякие документы, зачетная книжка, которая мне как бы не нужна, но она есть. Визитница, спички длинные, это для того, чтобы зажигать свечи. Штучка, чтобы чистить клавиатуру. Так, ну и вот тут спряталась подставка под телефон, тоже маленькая записная книжка и сахарная трость. Так, здесь, наверное, будет интересно тем, кто тоже любит вести всякие блокнотики. Первый, здесь я записываю всякие свои мелкие расходы. Это мой личный дневник. Конечно, его порой забываю вести, но надо бы начать. Просто тетрадка для рандомных записей. Тетрадка ведения полноценных расходов и для записи идей. Мой bullet journal, который худеет прямо на глазах. Вообще, я пытаюсь сократить количество блокнотов, которые использую. Но порой здесь вырастает стопка побольше, и я понимаю, что половиной я не пользуюсь, и я пытаюсь их отсеять подальше. Таблеточки, витаминчики в основном, всякие магний, витамин С. Второй ящик, конечно, не настолько интересный, но в нем тоже есть что посмотреть. В первую очередь, да, опять все в контейнерах. Это байндер. Не знаю, кто шарит, понимает, что там хранятся. И конвертики с пятерочками и десятками. Не знаю, ну просто, а куда их еще девать, я не знаю, поэтому они хранятся. Ну и просто еще конвертик.
Также здесь лежат более крупноформатные блокноты, которые я использую больше как записать свои мысли, как-то визуализировать их и привести в порядок. Такой блокнот, потом блокнот поменьше, еще один такой же. Так, это моя учебная тетрадь, сейчас тоже расскажу подробнее. Сначала расскажу про мелкие бумажки, которые здесь валяются. Это распечатка со всеми предметами, которые мне нужно пройти в университете. Так как я учусь дистанционно, я решила себе распечатать, чтобы точно ничего не потерять. Так, здесь тоже написано, что нужно сдать. Потом здесь коллаж моей будущей ванны, куда мы с вами переедем где-то через полгодика. Тоже будет видео записывать насчет этого. Будем паковать вещи. Тут тоже всякие бумажки с магазинов по ремонту. Вот эта громадная тетрадь, я носила ее в университет, пока училась очно. Я не носила кучу маленьких тетрадей, я предпочитала взять одну такую здоровую на кольцах и при необходимости просто вставляла нужные предметы, что, как по мне, очень удобно. Так, ну и, наверное, самая такая интересная, секретная черная папка. Но она, честно, она такая кайфовая, и когда ходишь с ней на какие-то семинары, ты такой прям бизнес-бизнес. Тут у меня документы по Love Valentine. Это мой бренд свечей, который на этапе уже реализации. Если вам интересно, ссылочку на готовую продукцию я оставлю в описании к этому видео. В общем, здесь вся документация, все какие-то заметочки хранятся здесь. Закончили с этим ящиком? Стоп. К следующему. Ну, по факту, этот ящик чисто технический, плюс запасные очки. Как я вам говорила про свет на тот штатив. Ну, представьте, он правда сейчас разряжен. Даже включился. Разного режима можно, и это все можно взять с собой. Тут также находятся пауэрбанки и различные провода, и мой графический планшет. Ну, в этой коробке хранятся витамины. То есть там они расфасованные сверху лежат, здесь в коробочках. Ну и последний шкафчик, наверное, это шкафчик со всякой всячиной, который никуда больше не влезла. Это тоже, кстати, отсюда. Вот так вот, собственно, выглядит последний мой ящик. Ну, салфетки. Двухсторонний скотч, который я просто обожаю, для него не нужны ножницы. Зажимы для бумаг. Всякие ключи. Обожаю вот такие кольца для ключей. Не знаю, кайфую от них. Карты Таро. Так что, если что, могу погадать. Раскладик на бывшего, там вот это все, девочки. Пишем, записываемся. Там замечательная штука. Резка углов. Просто чтобы были мягкие углы у бумаг. Дракол. Пак моих любимых ручек гелевых. Обожаю ими писать. Сумка для ноута. Сумка для проводов к ноуту, старые чехольчики. Вот это был мой самый любимый чехол. Я его случайно искупала в клее, и это нельзя никак отмыть. Нужно заказать попозже. И в принципе все. Решила сразу показать вам и верхнюю полочку над рабочим столом. Здесь сначала идут два таких контейнера, две коробки. Здесь висит вот такой вот миленький кролик. Вообще это закладка для книг, но как висюлька мне понравилось больше. Очки. Тут вся канцелярия вообще, нужно и не нужно. Две моих прекрасные девочки.
Лина и Кристалочка. И 2 цветка. Ну, как вы заметили, я люблю цветы. Вот такая мини-экскурсия по моему рабочему столу получилась. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь тоже своими идеями, как вы организовываете пространство, как вы пытаетесь сохранять порядок. Самое главное, наверное, мало организоваться. Важно сохранить порядок. Также не забывайте про мой игровой канал. Мы сейчас там проходим хоррор-новеллу «Зайчик». Садись, садись. В ногах правды нет. Почему они так все улыбаются? Мне некомфортно. Заходите, смотрите. Безумно интересная игра. Я прям поглощена ей. Спасибо за просмотр. Всех очень сильно люблю и до скорой встречи.